Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Нефтепереработка в России рухнула до уровня 2009 года, пишет Bloomberg. Особо использовать эффект подорожавшей нефти Россия не сможет из-за постоянных ударов по российским НПЗ, нефтяным терминалам и базам. Переработка нефти в России сократилась до 4,69 миллиона баррелей в сутки. Александр, что у нас происходит с нефтепереработкой? Это что-то нехорошее. Давайте начнем вот с чего. У нас запрещено публиковать статистику. Публиковать статистику, в частности, по объемам производства нефтепродуктов. Можем ли мы найти объяснение этому запрету? Безусловно, мы можем найти массу объяснений этого запрета. Более того, эти объяснения во многом будут даже звучать и оправданно, и логично, и внутренне непротиворечиво. Но проблема вот в чем. Всем интересно, сколько же мы перерабатываем. Всем интересно, насколько велики, если они есть, проблемы у нашей нефтепереработки. Всем это страшно интересно. И вот тут возникает такой информационный вакуум, который начинают заполнять Bloomberg, MEA, Reuters и прочие замечательные организации. То есть мы, запретив сами себе публиковать статистику нашей нефтепереработки, отдали этот кусок информационного пространства на съедение, условно говоря, коллективному Блумбергу. Притом, вообще не важно, прав Блумберг, не прав Блумберг в своих оценках. Это вообще не важно. Важно, что мы отсутствуем на этой битве. Можно сколь угодно пафосно рассказывать о том, что вот они там дерутся, а мы на эту битву просто не пришли, поэтому мы как бы автоматически побеждаем в этой битве. Просто потому, что мы в ней не участвуем. А с другой стороны, мы видим, как эти данные публикуются по всему миру и в Российской Федерации тоже. Поэтому рассказы о том, что мы в этой битве не участвуем, по сути, ничего не стоит. По той банальной причине, что если какая-то информация имеется в информационном пространстве, и это не наша информация, то мы в этой битве информационной участвуем автоматически. Вот как-то так. Это первое и важное. Что касается показателей, о которых говорит Bloomberg. Bloomberg вообще дает данные, что он 4,6 миллиона баррелей в сутки перерабатывалось на российских нефтеперерабатывающих заводах в период с 16 по 22 апреля. Для понимания масштабов, потребление нефти в России составляет примерно 4 миллиона баррелей. То есть, если наша нефтепереработка 4,6 миллиона баррелей в сутки, то это больше нашего спроса. Притом это сокращение Bloomberg связывает с атаками, я тут периодически буду подсматривать в текст, от которого мы отталкиваемся, комментируя вот эти публикации, вот эти данные. Так вот, Bloomberg говорит о том, что это удары дронов. Можем ли мы что-то на это возразить? Нет, мы не можем, потому что официальных данных по этому поводу никаких нет. Но тут отмечается, что по сравнению с предыдущей семидневкой объемы упали почти на 300 тысяч баррелей в сутки. 280 тысяч, не суть. На 300. То есть было почти 4,9 миллиона баррелей в сутки. А вот то, о чем Максим вначале сказал про почти что 4,7, то есть там 4,69, это средний показатель за 4-недельный период. И тут вот какой момент. Мощности нашей нефтепереработки составляют примерно 6 миллионов баррелей в сутки. Чуть больше, но это пиковая мощность нашей нефтепереработки. Понятное дело, что мы на этих показателях работаем исключительно редко. По самым разным причинам, которые во многом связаны не с текущей ситуацией, то есть это причины, которые проявлялись и ранее. Так, например, смотрите, периодически нефтеперерабатывающие заводы надо выводить на плановые ремонты. Может быть, не целиком, может быть, отдельные установки. Просто эти отдельные установки, если завод достаточно большой, могут отвечать за переработку 2, 3, 6 миллионов тонн в год.
Ну, понятное дело, что в месячном выражении это поменьше, но тем не менее, это десятки, там, это может быть десятки тысяч, это может быть там, не знаю, установка, перерабатывающая 50 тысяч баррелей в сутки. И вот она выводится из эксплуатации, прошу прощения, выводится на плановые ремонты, и этот объем исчезает из текущего объема, из текущих показателей переработки. Может ли так быть, ну, чисто теоретически, что какие-то мощности у нас сейчас стали, ну, так как теплое время наступило, выводить на плановые ремонты, притом для того, чтобы разгрузить период высокого спроса? Ну, чисто теоретически мы можем такое предположить. Если мы не берем показатели, которые дает Bloomberg, и не берем просто те причины, на которые Bloomberg напирает. Притом, есть ли эти причины? Ну, очевидно, что новости, скажем, из Туапсе говорят нам, что да, эти причины имеют место. То есть сокращение объемов нефтепереработки может быть связано с атаками. Но, а может ли сокращение быть связано с тем, что какие-то установки выведены на плановые ремонты просто раньше, чем обычно? То есть не в мае, давайте все побежим в мае, быстренько выводить их на плановый ремонт, а вот в апреле. Можем мы такое предположить? Предположить можем. А можем открыть статистику и посмотреть? Нет. Открыть статистику и посмотреть мы не можем. У нас не публикуются соответствующие графики ремонтов. По этому поводу есть как голоса за, так и голоса против публикации такого рода данных. Но пока просто факт. У нас они не публикуются. Поэтому мы можем опираться только на какие-то косвенные данные, а также на сообщения тех или иных предприятий, которые захотели высказаться, что вот мы свою там установку АВТ-6 вывели на плановые ремонты. Поэтому, извините, подождите, сейчас вот проведем всю необходимую профилактику, и там недели через 2-3 вновь эта установка заработает. И мы выведем наш завод на плановые показатели. Собственно, ранее, году в 2024 и 2025, шла речь о необходимости оптимизации графиков ремонтов нефтеперерабатывающих заводов в России. Это было связано с тем, что, как выяснилось, проводить все ремонты в период пикового спроса, тем более в условиях, когда периодически внеплановые ремонты могут возникнуть, ну, не очень осмотрительно. Поэтому нужно сделать как-то так, чтобы не там 500 000 баррелей сразу у вас выводились на плановый ремонт, а вот чтобы как-то 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч баррелей. И про 500 000 это не фигура речи. У нас бывали периоды, когда если брать вот нашу вот эту мощность, то порядка 500 тысяч из 6 миллионов выводилось на плановые ремонты. Это значит, что этих мощностей не было несколько недель. От 2 и более. Ну, нормально это? Ну, в принципе, да, это нормально. В условиях, когда у вас нет угрозы внеплановых ремонтов, это более чем разумно и более чем оправданно. Тем более, что делаются дополнительные запасы к периоду плановых ремонтов. И в этом, опять же, в обычных условиях этих запасов хватает для того, чтобы снабжать потребителей. У нас за последние 3 года, ну, начиная с 2023, по сути, года, у нас усложнилась логистика на югах, у нас несколько изменился профиль потребления, у нас, в принципе, меняется профиль потребления на внутреннем рынке. И это тоже важно понимать, когда мы говорим о снабжении, но подробнее мы будем говорить, когда возникнут темы про рынок моторных топлив, а темы возникнут, поверьте мне. Так вот, весь этот теоретический спич в отсутствии официальной статистики, в отсутствии официальных графиков, ну, разбивается о сообщение Блумберга, что вот это сокращение переработки связано исключительно, говорит Блумберг, вот с внеплановыми, так сказать, ремонтами. Обломки упали и так далее. Можем ли мы ответить, что, погодите, у нас такой-то, такой-то, такой-то завод на плановых ремонтах? Можем? Ну, потеоретизировать можем. А с опорой на график не можем, потому что графиков нет. Я не призываю их публиковать, просто как факт. Графиков нет.
Ну и, наверное, ей имело бы смысл, если все-таки у нас есть какие-то объемы, которые выведены на плановые ремонты, ну, возможно, кому-то из ответственных лиц, у нас есть вице-премьеры, которые чисто теоретически могли бы выйти и сказать, у нас в данный момент, не переживайте, у нас в данный момент накоплено такое-то количество запасов примерно, и такие-то объемы мощностей у нас на плановых ремонтах. Мы оптимизировали графики с тем, чтобы не в последние, точнее, не вот в эти вот 3-4 месяца укладывать основную часть ремонтов, а вот, ну, растянуть их на более долгий период, на 5-6 месяцев. Может так произойти, но я надеюсь, что так произойдет. Однако, тут есть еще одно обстоятельство, которое заставляет нас все-таки чуть поспокойнее отнестись вот к этим сообщениям о том, что ой, там до 4,7 в среднем в апреле сократились объемы нефтепереработки. Ну, если у вас какая-то установка горит или какие-то емкости горят, и вы останавливаете работу установок, которые рядом с этими емкостями находятся, то да, ваши средние показатели за недельный период, а уж за суточный это тем более, упадут. Но не надо переоценивать эффективность такого рода ударов. То есть мы сейчас, глядя на эти цифры, должны припомнить, погодите, а вот в марте 2020, скажем, 2024 года, когда такая волна внеплановых ремонтов пошла, точнее, к моменту которого, к марту, пошла волна внеплановых ремонтов, так вот, там говорилось о том, что да вообще 900 тысяч баррелей в сутки Россия потеряла своих перерабатывающих мощностей. Потом оказалось, что ну, это немножечко не соответствует действительности, и среднегодовые показатели оказались хуже предыдущего года, но хуже там на 2-3%. Притом часть этих показателей была связана с запретами на экспорт. Ну, как бы не на 100%, но в какой-то доле. Кстати, о запрете на экспорт. Вот у нас сейчас запрещен экспорт бензина. Внимание, вопрос. Куда идет основная часть нашего бензина? Ну, как обычно, на внутренний рынок. Часть бензина идет еще в рамках существующих ограничений в страны ЕАЭС, но это не тот объем, который шел, вот, который идет в среднем за рубеж. Идет за рубеж сейчас гораздо меньше. Стоит ли этот бензин производить? Ну, то есть, будет ли запрет сказываться на объемах производства автобензинов? Ну, очевидно, будет. Ну и последнее, что здесь стоит сказать. Здесь приводятся данные, да, резюмируя про Bloomberg. Может ли объем переработки в России сокращаться в недельном выражении до 4,6 миллиона баррелей в сутки? Может. Может ли он сокращаться исключительно из-за каких-то обломков, которые куда-то упали? А вот это уже сомнительно. Но было бы неплохо, если бы ответственные лица вышли и подтвердили вот это предположение. Ну, было бы неплохо. А также, если бы у нас, скажем, Минэнерго опубликовала средние показатели загрузки нефтеперерабатывающих заводов, ну, по месяцам. Ну, допустим, ну вот, хотя бы за прошлый год, за позапрошлый, чтобы мы могли оценить, насколько велико сокращение, наблюдаемое сейчас, если оно вообще имеет место. Но мы же нашу статистику не можем обсуждать, ее нет, она не публикуется. Вот обсуждаем ту статистику, которая есть, которая публикуется у нас, и которая обсуждается не только на этом канале, но и вообще. Притом обсуждается, ну как, смотрите, какой ужас творится. Так вот, это зафиксировали. Еще раз зафиксируем, что потребление нефти в России, на российском рынке 4 миллиона баррелей в сутки. Поэтому 4,6, ну, нормально. Тем более, что средний показатель, даже вот они пишут там 4,7. В принципе, скорее всего, показатель поднимется выше 5, но это ладно, это мы забегаем вперед. Наступает сезон высокого спроса, и люди будут волноваться. Зачем волновать людей, когда этим уже занимаются Bloomberg, Reuters и другие не менее уважаемые агентства? На этом, дорогие друзья, на сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на Гео, Энергетика Инфо, подписывайтесь на Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.